Друзья мои, всем огромный привет! И сегодня у меня хвойный эксперимент. Все вы помните мою неудавшуюся покупку, бюджетную хвою Аргентию Принцесс. Она дала усик, ушла в серебро без всякой варигатности. Мне многие советовали ее срезать этот ус и ждать, когда проснется где-то новое направление роста, и я увижу красивущую, красивенную, сногсшибательную хвою со всеми ее сортовыми признаками. Но, увы и ах, ничего такого не произошло. И, кстати, девчонки мне присылали фото, кто-то из вас, девочки. Я многим отсылала черенки по бюджетной цене этого, как он называется, спорт, да, спорт, когда хвоя уходит в такую вот неваригатную историю, называют спорт. И вот кто-то один из вас, ребят, я постараюсь вставить видео, не видео, а фото, что там вот какой-то намек, у кого-то, вот хоть у кого-то пошла она немножечко с варигатностью. В общем, что я хочу сделать сейчас? Сейчас я вам покажу пример тоже одной хвои тугодумки. И это, кстати, тоже оказалось после того, как я обрезала. Она просто остановилась и все, ничего не хочет растить. И я решила с ней поступить точно так же, как я поступила с вот этой хвоей, которая тоже ничего не хотела растить. Это хвоя пенисулярис, мишка Тедди. В общем-то, я посадила эту хвою, которая у меня вот так себя вела, очень странно в грунте. Я посадила ее на гидропонику. Теперь она у меня вот так на фитильном поливе. Я добавляю водичку вниз. И она мне вот летом вырастила этот шикарный лист. Он еще даже не полностью стал, в общем, не вызрел. Я очень надеюсь, что хоть какая-то точка роста подарит мне направление роста. Ну что-то вот как-то вот так здесь пока сейчас происходит. Я здесь надеялась на историю вот эту, но что-то непонятно. В общем, один лист в год эта хвоя в гидропонике мне выдала. Не один, а два. Но один был вот такой небольшой, следующий уже полноценный, красивый, со сплэшем листик. И я сейчас хочу проделать то же самое вот с этой красавицей. Посмотрим, что по корням у нее. И в этот же горшочек, точно так же, как и эту, высадим в гидропонику. И будем смотреть, как она начнет развиваться. Пойдет опять в спорт, пускай идет и занимается спортом. Ну, вы знаете, ну, хочется же уже какого-то результата. Так, ребята, сейчас будем с вами... Сейчас я отстегну этот низ. Этот низ мне так и писали, что очень тяжело отстегивается, но я использую ложечку. Вот так ее вставляю. И аккуратненько вот так, как рычаг, открываю контейнер. О-о-о. Посмотрим, какая там корневая система. Просто я смотрю, что никакого результата нет. И надо что-то с этим делать. Очень часто бывает так, что хвои после пересадки начинают хоть какую-то активность. Так, я руками чувствую, что вроде как корневая неплохая. Вот, смотрите, корневая неплохая у нее. Вот так это выглядит. Даже она обвила
весь горшочек, вернее, весь ком корнями, но расти все равно не хочет. Возможно, ей и требуется пересадка просто в больший объем. Возможно. Но мы поступим иначе. Мы даже заменим ей грунт. Помоем сейчас этот горшок. И даже не знаю, как-то... Ой, смотрите, а здесь как будто как новый корешок пошел, да? Но не рост, а... Или это рост решил... Не пойму. Ну, похоже на корень. На новый корень. Черенок странный. Вот такой, видите? Буквой Г. Вот так вот идет. Или это корень такой? Непонятно. Непонятно, непонятно. Ну, надо попробовать гидропонику. Я надеюсь, что ей в гидропонике понравится. А там будем смотреть. Я промыла горшочек от грунта. Сейчас возвращаю на место фитиль. Готовлю тару. Ту же тару, что и была. Здесь два отверстия побольше для фитиля. Сейчас, ребят. И, наверное, я сейчас промою корни. А что делать? О, плохо помыла. Так, потом немножечко подтяну фитилек повыше. И я сейчас грунт этот уберу в сторону. А вот этот грунт я промою. Корни, вернее, промою от этого грунта. Но это здесь даже не так-то просто. Тут даже есть керамзитины. Что смоется, то смоется. Что останется, то останется. О. Вот такая вот корневая система. Кардинальное прям решение. Кардинальное. Не хочу всю эту мочалку срезать. Чувствую, что весь ком корней и не промоешь. Видите, все равно остается земля на корнях. Корни держит. Сказать, что они плохие, нет. Неплохие корни. Так, отодвигаем в сторону. Потом будем устранять засоры. Этот горшок мне нужен для того, чтобы промыть шарики. Вот гидропоника. Я ее промываю. Видите, какая грязная вода. Ее надо хорошенько промыть. Поэтому я взяла такой контейнер. Промывать надо до тех пор, пока вода не станет чистой. Так, что делаем дальше? А дальше берем горшочек, поднимаем слегка фитилек, помещаем хоечку в середину и начинаем засыпать шариками. Очень мне хочется верить, что это ей очень понравится. Возможно, ей не хватало уже в горшочке для корней места. А возможно, ей было сухо. Не знаю. Корней она нарастила прекрасное количество. А вот что касается
верхней части она расти отказывается. Ну, поступим кардинальным образом. Надеюсь, это немножечко ее встряхнет. Посмотрим на результат через недельку-две. Надеюсь, что не навредим. Да? Какие ваши мысли по этому поводу? О, я еще добавлю сверху этих Европаблес. Я сейчас наполню контейнер водичкой и отправлю на ее место на солнечную сторону. Можно это сделать вот так. Вот видите, даже чересчур много. Фитиль тянет, работает. Вода в горшке из нижнего уровня всегда испарялась, и грунт был влажный. Ну все, я очень надеюсь, что, как и эта Хоя, принцесса воспрянет духом, оживет и покажет нам, на что она способна. А здесь вот такой малыш, который мне все это время помогал пересаживать Хоечку. Он уже подрос. Такой вот прекрасный мальтипу. Жорик. Всем привет от Жорика. В общем, девочки, вот такая красота. Вот такой способ посадки. Надеюсь, хоть на малый, но успех. Хочу разбудить принцессу, спящую королеву. Всем добрый вечер. Я здесь для того, чтобы рассказать вам и показать, как у меня зацвели каудаты. Сейчас вот я уберу ачех, отставлю его немножко в сторонку. Кстати, ачех сегодня вот прихватила растущий новый ус. Он красавчик. Растет и развивается. И глянула и смотрю, что каудаты вовсю цветут. И я вам должна показать, какая это красота. Это каудата Gold. Вот ее листики. И вот сейчас ее цветение в начале октября. Цветочек у нее, видите, оранж. Но из-за того, что сейчас прохладные температуры, мне кажется, она не так яркая. Помнится, мне летнее цветение было более насыщенное, более солнечное. Ну, сейчас мы вот такие желтенькие с красной акцентной серединкой. Корзиночка спряталась, даже сразу и не увидишь. Кстати, я вам сейчас покажу цветение еще одной Хои, которую я и не заметила. Это Листофила калимантан. Вот она, красотка. Здесь цветет. Только-только открыла свои бутончики. Даже еще я не слышу аромат. Значит, уже вот завтра, скорее всего, будет здесь очень вкусно пахнуть. Ну и поднимемся немножко повыше. И здесь тоже цветет еще одна каудата. Но это каудата Сильвер. Так, сейчас я проберусь и покажу вам ее корзиночки. Вот так цветет каудата Сильвер. Видите, на белом фоне. Фон цветка белый и такая вишневая серединка. Тоже паникающие корзинки без аромата.
А здесь, по-моему, только-только все начинается. Еще не все бутончики даже открылись. Ой, я тут аккуратно рассматриваю, потому что могу задеть. Вот видите, какая разница? Здесь белый фон и вот такой малиновый, вишневый, как хотите, ягодный цвет серединки. Красота. Здесь у меня два цветоноса на этом растении. Так, отцвела уже Хоя Клеменсиорум. И, кстати, вот лист был еще недавно такой мягенький, стал уже как картон. В общем, все потихонечку отцвели. Только я не видела цветения, не поверите, вот этой вот красавицы Гунингадинг. Рангсан даже цвела у меня в прошлом году. Ну, такое не впечатляющее цветение. Больше я ее люблю за ее листву пеструю. И отцвела Финлайсони Long Leaves. И ундулата цвела уже не один раз. И сейчас в очередной раз цветет Аббавата вариегата. Вот смотрите, какой усик. И здесь вот такая вот симпатичная, очень нарядная корзинка. Здорово, да? Смотрите, прям вообще. Но тоже пока не слышу аромат. Значит, только открылись цветочки, и она где-то распахнется на второй, на третий день, мне кажется. По-моему, так. Тоже такая ягодная. Хои цветут не очень долго, но ярко многие цветут в плане аромата. Ну, не все, видите, все-таки каудаты не ароматят. И мне, конечно, хотелось бы, чтобы они вот не прятали свои красивые корзинки, а чтобы они вот как-то были видны. Но все в природе сделано не просто так и не для нас, а для опылителей. И, видимо, вот такое положение соцветий, оно как-то вот, скорее всего, упрощает опылителям этот процесс. Так, ну все, пока здесь никого больше цветущего нет. Мелкашки цветут часто, и буртони, и лакунозы. А цветения этих красавиц надо, конечно же, ждать. Вот, еще раз вам покажу поближе эту красоту. Тоже, видите, прям спряталась. Вот она. Видите, она желтенькая. И многие не просто пишут Caudata Gold, а именно Orange Flower. Ну, такой больше желтенький. Но знаете, вот летом были корзинки более яркие, больше желтого, насыщеннее были они такие, более такие медовые. Сейчас они так слегка желтоватые. Красотка нарастила мне тут листиков. Уже я девчонкам подправляла череночки. У меня была такая длинная веточка. Осталось буквально раз, два, три узлика. Ну, посмотрим, где она дальше разбудит точку роста. Интересно. После пересадки хои стремительно начинают свой рост. Так что если ваша хоя что-то перестановилось, не хочет расти, прям не желает, и вы ждете, некоторые девочки там год ждут, два, а она не растет, просто поменяйте ей объем грунта, сразу увидите, как она начнет идти в рост. Ну, это мои такие наблюдения. Вот здесь, кстати, не меняю грунт у Аббаваты, а она все растет и растет, вот и пошла уже к соседям наверх. Лиза тоже у меня готовится к цветению. Думаю, что я вам хотела показать. Бутоны на Лизе. Ой, как Лиза ароматит, боже мой. У нее вот
две новые корзинки, вообще два цветоноса, которые еще ни разу не были в цвету. А где же старые? А, вот еще. Вот еще здесь третья. Я прошлое ее цветение носилась с ней по всей квартире. Ее, конечно, лучше на ночь, а она вечером начинает, как все хуи, ароматить для ночных опылителей. Ее лучше уносить где-то в то помещение, там, где вы не спите. Иначе, девочки, голова разбоится, спать не сможете. Вот один цветонос, второй там спрятался, третий. Что это, четвертый где-то я видела? Или я... Да, а это четвертый. Только начинает набирать. В общем, я так понимаю, она к середине октября будет мне заполнять ароматом все пространство. Так что вот так вот. Готовьтесь, что называется. Но я, конечно, очень люблю аромат Калистофилы Калимантан. Какой-то вот он необычный. Люблю я эти специи, смесь цитруса и специй. Так что вот так. Сегодня вот такой вам небольшой обзорчик, что у меня сейчас цветет из хуечек. Ой-ой-ой, я чуть не пропустила цветение этой прекрасной хуи. Сегодня видела, что она расцвела, но пришла ощутить ее аромат, но аромата нет. Это знаете кто? Это Лата Искандар, клон А. Смотрите, как здорово. Я смотрю, она вся в росе. Нектар как льется. Вот здесь высокая влажность у меня. Невероятно. Вот это да. Красота. При высокой влажности, больше 70%, вот так вот происходит. Вот до этого эта же корзинка цвела, такого не было. Интересно. И капает прям на листья. Смотрите. Я думаю, что за потеки. И, кстати, вот новый листик у нее появился. Вот смотрите. А этот немножко подзагорел на осеннем солнышке. Гляньте, какая она красивая. Я-то подумала, что я смогу ощутить ее аромат, но нет. А почему? Она что, не пахнет? Аромата нет. Но полюбуемся так на нее. Здорово, да? Вау. Вот почему название с водопадом. В общем, это название Лата Искандар. Это в Малайзии название какого-то там водопада. Вот вам и водопад. Вот вам и водопад. Она очень сильно нектар выпускает. Смотрите. Здорово. И этот нектар льется прям вниз на листья. Я, конечно, попробую. Сладенький. Прикольно. Но еще раз показываю. Как долго будет цвести, не знаю, но это уже второй день, вторые сутки. И вот на вторые сутки она просто вот вся в нектаре. Вау, красота. Цветение октября.